Величайшая морская битва. Украина методично выжигает российский флот. Еще одно море взято под полный огневой контроль. 90 целей за ночь, обмен массированными ударами, запрос о мире прямо с похорон. Такого унижения еще не было. Путина опять надули. Дипломатический провал Кремля. Настоящий бунт против ТЦК. Задержание вышло из-под контроля. Толпа набросилась на военных. Лукашенко разоблачили свои. Бывший глава МВД проболтался и выдал тайну диктатора. Об этих и других событиях к вечеру четверга, 9 июля. Вечер четверга с Нехта – это правильный выбор. Все важное за сегодня уже у нас. Я Олесь Корниенко. Начинаем. В Азовском море продолжается величайшее морское сражение этой войны, причем побеждает в нем страна, практически не обладающая флотом. Сегодня эту битву вынужден был заметить даже губернатор Ростовской области. Юрий Слюсарь признал, что подбиты 2 российских танкера в Таганрогском заливе. Но настоящая резня российского танкерного флота тут длится уже более 4 суток. Накануне командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Мадяр-Бровди отчитался о поражении 21 судна. Подавляющее большинство это танкеры, пытавшиеся доставить бензин на оккупированной территории Украины. Но есть среди целей и сухогруз, и паром. На российских ресурсах появилось подтверждение с перечислением названий. Правда, после этого приступа честности админы сообщения удалили. Кроме СБС, свою лепту внесла и служба безопасности Украины. Ее дроны накануне ударили по танкеру «Блю» теневого флота России. В отчете за минувшие сутки на сайте СБС появилась новая впечатляющая цифра поврежденных судов, а именно плюс 14. Теневой флот россиян худеет. В течение 96 часов поражено 35 танкеров, сухогрузов и спецсредств. Все в Азовском море. Мы выстоим, Москва ляжет, Крым восстановим и отстроим. Мне кажется, это точно войдет в учебники по военному делу, а Зеленский вполне может присвоить Мадяру звание адмирала. Но морским боем ночь не ограничилась. Украинские дроны продолжили разносить нефтянку агрессора и на суше. В Твери загорелась нефтебаза, которая снабжает сеть из более чем 50 АЗС. Под Ставрополем вспыхнула еще одна крупная нефтебаза. По словам местных властей, из-за угрозы распространения огня пришлось эвакуировать жителей ближайших домов. Вот третий пошел. Дроны снова наведались на малую родину Путина. Под ударом оказался завод Киришинефти Оргсинтез в Ленинградской области. Местный губернатор написал, что повреждений нет, но авторы мониторингового канала Супернова Плюс утверждают, что беспилотники сумели поразить предприятие. А оно входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и обеспечивает более 6% всей нефтепереработки страны. В оккупированной Луганской области, по данным украинских мониторинговых ресурсов, удар пришелся по складу боеприпасов Сорокина. После попадания начался пожар и мощная вторичная детонация, что обычно указывает на поражение большого запаса снарядов. Без света осталась оккупированная часть Херсонской области. Назначенный Россией глава региона Владимир Сальдо подтвердил масштабные перебои с энергоснабжением. Российские власти пытаются хоть как-то совладать с кризисом. 5-й регион ввел продажу бензина по номерам автомобилей. С сегодняшнего дня такой порядок будет действовать в Астраханской области. По словам местного губернатора, решение связано с перебоями в работе НПЗ, сезонным ростом спроса и возникшим ажиотажем. Ни визиты украинских дронов, ни развязанная Кремлем война среди причин не упоминаются. Ну ты только ушел, хлопок был. Ранее продажу топлива по номерам машин приняли Орловская, Липецкая, Нижегородская области и Мордовия. Привезли бензин, что ли? Правительство России ввело запрет на экспорт из России дизельного топлива. Ранее под такие ограничения подпали бензин и авиакеросин. О новых мерах Путину доложил вице-премьер Александр Новак. Плановые ремонты перенесли на более поздний срок.
ввели также полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Докладывал ли Новак кремлевскому стратегу, что в июне объемы переработки нефти в РФ обвалились на 25% в годовом выражении, неизвестно, но именно такие оценки дает Energy Intelligence. Но Путина с курса не сбить каким-то дефицитом бензина. Он поддержал предложение губернатора Забайкальского края о создании в России сети мини-нефтеперерабатывающих заводов. Мол, в них будет тяжелее попасть. Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы. Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб. В России такие кустарные мини-НПЗ действовали во время Первой и Второй войн в Чечне, а назывались котлами или самоварами. Но вот и в этом Путин возвращает Россию в те самые 90-е. Какое качество будет у конечного продукта, можно догадываться, хотя многие авто не доживут до того светлого времени. Я заправился на нормальной заправке Лукойл. Что такое? США и Иран уже вторые сутки обмениваются массированными ударами, а Дональд Трамп заявляет, что Тегеран снова просит о мире. Они звонили некоторое время назад, они очень хотят заключить сделку. Я просто не знаю, достойны ли они заключения сделки. По данным Сентком, американские военные за ночь атаковали почти 100 иранских объектов, включая ПВО, склады ракет, беспилотников, военную инфраструктуру на побережье. Накануне войска США отчитались об ударах по 80 иранским целям, большинство из которых были малыми катерами корпуса стражи Исламской революции. В ответ Иран объявил об ударах по американским базам в Кувейте и Бахрейне, где звучали сирены воздушной тревоги. Тем временем Тегеран предупредил, что готов расширить атаки на американские объекты в регионе, если Вашингтон продолжит удар. Новый виток эскалации встретил горячий отклик в рядах сторонников Исламской Республики. По совпадению, все это произошло как раз к финальному дню бесконечного прощания с аятоллой Али Хаминеи. Похоже, некоторые любят хорошую драку не только на свадьбе, но и на похоронах. Накануне Трамп назвал переговоры с режимом пустой тратой времени, а его нынешних предводителей – жестокими и больными людьми. Европарламент показал Киеву желтую карточку. Депутаты приняли резолюцию, в которой есть негативная оценка недавнего решения Зеленского, а именно присвоение подразделению сил специальных операций почетного наименования имени героев УПА. По мнению большинства членов Европарламента, этот шаг осложняет отношения с Польшей и мешает историческому примирению двух стран. Европарламент выражает сожаление в связи с горем польского народа, десятками тысяч жертв УПА, учитывая непоколебимую поддержку Польши и Украины в ее борьбе с российской агрессией, и считает решение подрывающим добрососедские отношения и предыдущие усилия, направленные на решение болезненных аспектов двухсторонних исторических отношений в духе подлинного и искреннего примирения. Симптоматично, что против резолюции голосовали самые известные польские украинофобы в Европарламенте Гжегош Браун и Эва Заинчковска-Херник, которая на днях во время выступления разорвала изображение флага УПА. Этот парадокс объясняется тем, что в целом резолюция составлена в позитивном ключе для Киева. Депутаты поддержали вступление страны в Евросоюз и отметили, что Украина, несмотря на войну, продолжает необходимые для этого реформы. Документ одобрили 460 евродепутатов, в том числе 42 из Польши. Одновременно на полях саммита НАТО прошла встреча президентов Украины и Польши. Нас с президентом Зеленским сближает понимание того, что постсоветская Российская Федерация представляет угрозу как для Украины, так и для Польши. Как думаете, есть надежда на оздоровление отношений? Мобилизация в Украине все чаще заканчивается уличными конфликтами. Во Львове толпа перевернула автомобиль сотрудников территориального центра комплектования и вступила в стычку с военными. По данным местных пабликов, люди возмутились жестким задержанием мужчины. Они утверждают, что сотрудники ТЦК применили к нему силу. Власти Львовской области уже назначили служебную проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Глава офиса президента Кирилл Буданов осудил нападение. Если вы сегодня срываете одежду и избиваете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет также избивать и срывать одежду, но уже с вас. В то же время Буданов написал, что ожидает справедливой реакции правоохранительных органов на произошедшее во Львове.
Большая дипломатическая удача Александра Лукашенко. Ему удалось заманить в Минск настоящего президента, главу Узбекистана Шавката Мирзиёева. С Азии в Европу. Привет, дорогой. Спасибо большое. Спасибо, что ты приехал. Последние годы это редкость. С визитами к диктатору обычно приезжают российские губернаторы и послы экзотических стран. Даже постсоветские диктаторы не хотят посещать Лукашенко в его логове, считая, что он им не ровня и больше них зависит от Москвы. А Путин, похоже, боится появляться в такой опасной близости от Украины. Да и Мирзиёев в последний раз был в Минске в далеком 2019 году, за год до протестов, после чего Лукашенко даже среди коллег-диктаторов стал изгоем. Какие чары применил Лукашенко, неизвестно, но, похоже, ему эта встреча нужна больше. Я к этому готовился. Спасибо. Притом давно готовился, поэтому я вас еще раз приветствую. У меня дома. Об этом проболтался бывший министр внутренних дел, а ныне глава Гродненской области Юрий Караев. Генерал-губернатор во время визита чиновников из того же Узбекистана признал, что в регионе критическая нехватка рабочих рук, и режим срочно нуждается в гастарбайтерах. Чтобы это были, скажем так, здоровые, не пьющие, хорошо себя ведущие, мирные, толерантные работники. Интересно, куда же подевались сотни тысяч белорусов? А вот Владимир Путин второй день сидит у телефона, он ждет важного звонка. Об этом проболтался Дмитрий Песков. Несмотря на обещание, президент США так и не маякнул московскому абоненту. Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил. Может и так, а может на хозяина Белого дома вместо духа Анкориджа теперь действует дух Анкары. В принципе, это очень странно, что великие кремлевские скрепоносцы, которые столько лет ведут праведную войну с Западом, так ждут звонка из Вашингтонского обкома. Спасибо, что досмотрели до конца, увидимся утром.